Друзья, всем привет! Сегодня я хочу вам снова рассказать про замечательный инструмент самопознания «Матрица судьбы», а именно про карту здоровья, которая является ее элементом. И покажу вам наглядные примеры. Вы на канале «Обнимаю Таня», подписывайтесь, ставьте лайки и добро пожаловать! Как я уже говорила в своих предыдущих видео, карта здоровья в матрице судьбы – это далеко не только про здоровье. Традиционно, на первый взгляд, она ассоциируется с болячками, и действительно, глубоко покопавшись, с ее помощью можно понять, в чем кроется истинная проблема. Однако карта здоровья может рассматриваться и с более широкой точки зрения. Она раскрывает нам глубину личности человека. Кто-то может сказать, что в октограмме матрицы, то есть в круге, есть различные зоны, но если сравнивать их с так называемыми зонами в карте здоровья, то октограмма матрицы проигрывает. Итак, как читать карту здоровья? Карта здоровья фундаментально состоит из двух так называемых показателей. Это чакры и энергии или арканы. Для того, чтобы работать с картой здоровья, необходимо разбираться в этих двух составляющих, а именно знать значение и соответствие чакр и характеристики чисел. Числа можно трактовать при помощи арканов Таро и нумерологии. После того, как мы разобрались с вышеуказанными значениями, нам нужно все это соединить. А как же объединить значения чакр и энергий? Главные в карте здоровья – это чакры. Они как бы задают нам вектор, куда думать. К примеру, это можно сравнить с указанием улицы, чакры, и номером дома, то есть конкретное число на чакре. Или с книгой, допустим, книга это о любви, а какой именно она будет, покажут стоящие на чакре числа. Чакры обладают следующими свойствами. Они имеют свою локализацию в теле человека, и разные органы или части тела внутри нас относятся к определенной чакре. Например, Муладхари, то есть первой чакре, соответствуют кости, зубы, мышцы, ноги и копчик. А также чакры отвечают за определенную сферу жизнедеятельности человека. Так, все та же чакра Муладхара отвечает за фундаментальные вещи – безопасность, выживание, базовые потребности человека, такие как еда, сон, жилье, размножение и тому подобное. И у каждой чакры есть эти два главных показателя, то есть локализация в теле и сфера жизнедеятельности человека. Когда мы разбираем карту здоровья с точки зрения рассмотрения архетипа, а не исключительно заболеваний, чакры устанавливают правила, а точнее вопрос, исходя из характеристики чакр. Они задают направление. Например, Свадхистана, вторая чакра, спрашивает, что человеку в удовольствие, как он выражает свои первичные эмоции, какие люди с первого взгляда зацепят этого человека. Что для него могло бы стать любимым делом, на котором он смог бы зарабатывать в легкости и тому подобное. Числа, то есть энергии или арканы – это уточнение, ответ на вопрос. Например, если у человека на второй чакре стоит, к примеру, девятка, значит он интроверт, он не стремится быть в окружении людей. Ему понравится глубокий человек, с которым они будут понимать друг друга на тонком душевном уровне. Для девятки важно доверие и взаимопонимание. Эмоции она выражает очень сдержанно, вроде едва поднятой брови от удивления. Человек с девяткой на Свадхистане в удовольствие мог бы заниматься любым делом, где нужно работать головой или проявлять мудрость, где нужно что-то анализировать или писать какие-то труды, книги, методички и так далее. И это лишь кратенькая характеристика. Каждый человек индивидуален, а индивидуальность эта складывается из его персональных чисел и на какой конкретно чакре они стоят. Традиционно на каждой чакре выделяется по 3 энергии, которые складываются в определенную смысловую картину. Ну а для тех, кто хочет лучше узнать себя или научиться понимать карту здоровья, я написала 2 методички. Одна из них кратенькая. Методичка кратко описывает каждую энергию на каждой чакре. Формат файла PDF, содержание на 63 страницы. Найти ее вы можете в моем телеграм-канале.
А также я написала вторую аналогичную, но очень подробную, очень большую методичку, которую можно буквально сравнить с книгой. Формат файлов PDF, а содержание аж на 287 страниц. Для удобства использования она так же, как и краткая, поделена по цветам и даже по отдельным файлам, так как информации очень много, и ее можно и нужно еще раскрывать и раскрывать. В состав большой методички входят 7 файлов по каждой из чакр с описанием каждой энергии, а также 3 дополнительных файла. Это информация по общему итогу, информация о 3 колонках в карте здоровья и файл с диагностикой здоровья по чакрам, чему в теле и в организме соответствует каждая чакра, а также какие заболевания возможны, если конкретная чакра не в порядке. Найти ее вы также можете в моем телеграм-канале, все ссылочки будут под видео. Добро пожаловать на канал, обнимаю, Таня.